Привет! Сегодня видео посвящено доходу с помощью майнинга, а именно как криптодобытчики превращают цифровые активы в реальные деньги. Прежде мы уже поднимали тему, как нужно оплачивать налоги с торговли криптовалютами в отдельном видео. Ссылка на него в описании под этим выпуском. Там мы упоминали, что заработок от майнинга не относится к перепродаже и может учитываться как доход в режиме самозанятости. В этом случае ставка сборов составит всего 6%. Но чтобы легализовать доход, потребуется его вывести. Самые популярные варианты для обналичивания криптовалют: торговые биржи, обменные сервисы, криптоматы. При выборе биржи нужно учитывать, поддерживает ли сервис необходимые торговые пары. Это важно, потому что майнеры порой добывают редкие криптомонеты. Они могут быть доступны на небольшом количестве площадок. Также нужно учитывать объемы торгов в выбранной криптовалюте. Чем выше оборот операций, тем быстрее цифровые средства можно продать. Способность обменивать активы в традиционные деньги называют ликвидностью. Биржи с высокими ликвидностью и торговыми оборотами могут обеспечить подходящий курс продажи, а менее ликвидные площадки нет. На децентрализованных биржах можно торговать цифровыми валютами напрямую из своего блокчейн-кошелька. В таком случае одни токены можно обменять только на другие криптоактивы. Продать цифровые валюты за фиатные средства на DEX-сервисах не получится. Однако это возможно на централизованных платформах, например, с помощью биржи Binance. Для торговли на них потребуется сначала создать профиль. Затем нужно ввести криптовалюту на баланс аккаунта и продать на биржевом рынке. Таким образом можно реализовать активы как в парах с криптоактивами, так и фиатными долларами, евро или турецкой лирой. Не все активы можно продать сразу за фиатные валюты. Для редких монет потребуется промежуточный обмен в более популярный токен, например, в стейблкоин USDT. Затем его можно обменять на фиатные деньги и вывести на банковскую карту с биржи. Операции с традиционными деньгами доступны только для верифицированных пользователей, то есть потребуется подтвердить личность с помощью паспорта или водительского удостоверения. Анонимная продажа криптовалюты доступна с помощью других сервисов, обменников и P2P платформ. В обоих случаях популярные токены можно обменять на традиционные деньги, например, рубли. Механика продажи схожа. Майнеры, как и обычные держатели, создают заявку на обмен и указывают реквизиты карты для получения: Сбербанка, Тинькофф или других популярных банков. Также можно получить фиат на счет платежной системы, например, Payeer, Kiwi или YouMoney. Затем нужно отправить криптовалюту на указанный кошелек и дождаться ответной выплаты фиатных денег. Обычно операция занимает от 5 до 30 минут. Для обмена не требуется предоставлять документы. Небольшой минус: в большинстве сервисов поддерживаются только популярные криптовалюты: биткоин, эфириум и стейблкоины. Поэтому также может потребоваться дополнительный обмен на них, например, с помощью DEX-сервисов или бирж. Обменники и P2P платформы незначительно отличаются. В первом случае пользователь приводит операции с сервисов, а P2P платформы выступают посредником для обмена активами напрямую между держателями. Другими словами, пользователь отправляет криптовалюту частному лицу и в обмен получает от него традиционные деньги на указанные реквизиты. Крупные обменные сервисы предлагают лучший курс для продажи и покупки криптовалют. Важно учитывать, что независимо от типа таких площадок удерживают комиссию за трансфер в размере до 3%. Наиболее редкий вариант обмена цифровых валют на традиционные деньги – криптоматы. Это специальные терминалы, которые помогают получить наличные фиатные деньги в обмен на цифровые токены. Курс покупки в них приближен к среднему на популярных биржах. Пользователь переводит монеты на кошелек криптомата и подтверждает транзакцию. После обработки операции терминал выдаст рубли. Однако такие сервисы удерживают высокую комиссию до 10%. Криптоматов в России очень мало и представлены они в крупных городах. Также зачастую терминалу предлагают только направление покупки токенов за фиат, а продажа в обратную сторону недоступна. На этом все. Ставьте лайки и делитесь нашим полезным видео с друзьями. Оставляйте ваши вопросы под этим выпуском. На самые интересные темы мы снимем в ближайшее время отдельный ролик. Всем пока-пока и до новых встреч!